Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши лайки, комментарии, подписки, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими вот ниточками, с такой расцветочкой. Будем использовать все три цвета, но и с новым узорчиком. Итак, кто еще не знаком с данными ниточками, новички, смотрите, называются они Alize Baby Wool, вот так называются. Дальше цвет в данном случае белый, да, вот он такой белый, 55. Сразу же скажу, голубой цвет. На камеру передается немножко ярче, так он немножко поспокойнее. Цвет 19. И зеленый, в принципе, передается как он есть, цвет 41. Что же это за пряжа? Давайте посмотрим. Итак, моточки здесь получаются небольшие. В 50 граммах находится 175 метров. По составу это 40% шерсть, 40% это акрил, 20% это бамбук. И советуют производители брать крючок от единички до троечки. Я данную пряжу, в принципе, вязала крючком номер 3. Вот у меня крючок номер 3. В принципе, меня все устраивает под мою плотность вязания. Вы можете брать любую пряжу, какая у вас есть. Можете брать также цветную пряжу, то есть несколько моточков. Можете из одного цвета. То есть на ваше усмотрение. Летняя, демисезонная, зимняя. Все узорчики универсальные. И один и тот же узорчик из разной пряжи может смотреться по-разному. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Берите любую пряжу. Самое главное, правильно прочитайте инструкцию и подберите правильно крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка читабельная, хорошего качества. Кто умеет уже работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще не умеет, то повторяйте за руками, но обязательно следите, как обозначается в схемке тот или иной элемент, который мы с вами провяжем. Так вы научитесь быстро работать самостоятельно с любыми схемками. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика 6 петелек. Давайте я наберу 5 раппортов, это получается 30 воздушных петелек, и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. То есть я набираю 31 воздушную петельку, а вы в свою очередь набираете столько, сколько вам необходимо. Итак, вначале все как всегда, петелька фиксации. Мы при наборе петелек данную петельку не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот моя цепочка из воздушных петелек, будущий образец. Далее, как и в многих узорчиках, новичкам советую сделать вспомогательный ряд из столбиков с накидом. Потому что в воздушных петельках новички могут запутаться, а в столбиках точно не запутаются. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид и в 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, столбик с накидом. Первые 3 петельки это тоже имитация столбика с накидом, и стоят они на 4-й петельке. Накид. Следующую петельку нырнули по порядочку и провязали точно так же столбик с накидом. И в следующую, во все последующие петельки вот так вот вы шагаете, провязываете столбики с накидом, сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков получается ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. У меня получается 31 воздушная петелька, то есть у меня получится 31 столбик, несложно. У вас, конечно, может получиться ваше число. Смотрите, считаем как столбики. Первые 3 петельки это имитация столбика, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встретимся, посмотрим, что получится. Несложно. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем непосредственно к узорчику.
Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Делаем накид. Вот мы с вами провязали, получается, первый столбик. Теперь пропускаем 2 столбика. 1, 2. И в третий вот нырнули и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Накид. Сюда же опять вернулись и провязали еще один столбик с накидом. Есть. Накид. Опять сюда вернулись, провязали третий столбик с накидом. Есть. Теперь 1 воздушная петелька. И опять возвращаемся сюда же, верхушку вот на этого столбика, и провязываем еще 3 таких же столбика с накидом. 1, 2 и 3. Несложно. У нас получается вот такой вот веерочек. Видите? И в центре маленькая арочка из воздушной петельки. Дальше, смотрите, мы делаем 10 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Возвращаемся опять вот к основанию наших петелек. Там, где у нас был столбик, самый последний. Беремся, смотрите, каким образом за столбик. Вот 2 петельки. Такая горизонтальная, назовем ее, да, и вертикальная. Оп, взялись. Захватили ниточку и протянули ее через эти петельки и петельку, которая была на крючке. Оп. По итогу получилась вот такая вот капелька. Идем дальше. Пропускаем, получается, 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестой столбик провязываем точно такой же веерочек. 3 столбика с накидом. 1, сюда же. 2, сюда же. 3. Воздушная петелька. И вернулись сюда же опять. И провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Сформировали еще один веерочек. У нас получается между двумя веерочками вот находится вот такая вот капелька. Сейчас делаем опять вот такую же капельку. 10 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вернулись к верхушке вот нашего столбика. Взяли, получается, 2 петельки, одну горизонтальную, другую вертикальную. Захватили ниточку, вытягиваем через эти петельки и через петельку, которая на крючке. Оп, все. Сформировалась еще одна капелька. И так вы вяжете до конца ряда. Чередуете веерочек, капелька, веерочек, капелька, веерочек, капелька. Угу. Не сложно? Я думаю, что не сложно. У вас получится. Давайте до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда встретимся. Так, смотрите, вот я провязала практически до конца ряда. Вот по итогу что получается. Веерочки, капельки, веерочки, капельки. И вот у меня последний веерочек я провязала. Теперь смотрите, у меня остаются 2 столбика, я пропускаю. 1, 2. И в третий столбик, вернее в имитацию столбика, да, тут 3 воздушные петельки были. Я в третью петельку нырнула, вытянула ниточку и провязываю просто столбик с накидом. Все, ряд закончен. Все ровненько, аккуратненько. Дальше вы можете продолжать точно такой же ниточкой, да, но я хочу в данном случае именно здесь поменять цвет. Если хотите, поменяйте вместе со мной. Смотрите как. Немножечко назад вернемся. На крючке остаются 2 петельки. Вот таким вот образом. Я беру новый цвет. И вот эти последние 2 петельки я провязываю уже новым цветом. Видите? Оп. И получается, у меня ряд закончен голубенькой, но в процессе вязания уже появилась зеленая. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь смотрите, делаем накид. И там, где у нас в веерочке была арочка из одной воздушной петельки, работаем вот с этой арочкой. Нырнули в арочку и провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же. 2, сюда же. 3. Воздушная петелька. Вернулись опять в эту же арочку, провязали еще 3 столбика с накидом. 1,
сюда же 2 и сюда же 3. Получается, что мы с вами над веерочком провязали точно такой же веерочек. Видите, да? А теперь будьте внимательны. Мы будем делать точно такую же капельку, но с особенностями. Здесь у нас были 10 воздушных петелек, сейчас будет 12. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И здесь мы не формируем капельку, мы сразу же перепрыгиваем вот в следующий веерочек. Повторяйте, потом поймете принцип. Накид. Вот наш веерочек, вот наша арочка. Мы в эту арочку провязываем точно такой же веерочек. Вначале 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 столбик с накидом и сюда же 3 столбик с накидом. Дальше воздушная петелька и возвращаемся сюда же, провязываем еще 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. У нас сформировался опять веерочек над веерочком. Видите? Что будем делать с этими капельками? В дальнейшем вы можете, конечно, их так оставить, да? Но можете сразу же по ходу капельку в капельку продевать. То есть получается зелененькую вот так вот просовываем через голубенькую. Вот таким вот образом. Угу. Красота, красота. И так далее. Опять провязываем еще одну капельку. Делаем 12 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И сразу же перепрыгиваем вот к следующему веерочку и начинаем провязывать веерочек. То есть совсем не сложно. Практически повторяйте предыдущий ряд, за исключением того, что вы как бы не делаете капельку, а потом в дальнейшем в ручном, так скажем, режиме будете объединять эти капельки. Угу. Все, несложно. Давайте до конца ряда провязывайте веерочки и будущие капельки в виде вот таких вот больших арочек. Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, что по итогу получается. Веерочки четко видно, да, и будущие капельки. Итак, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда и заканчиваем точно так же, как предыдущий ряд. После нашего веерочка мы вот в 3 петельки подъема, в третью петельку нырнули и провязали столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Так, сейчас делаем так вот петельку, оставим. И смотрите, либо, повторюсь, вы оставляете вот такие вот арочки до конца вашего вязания, они не запутаются, не переживайте. Либо сразу же провязали ряд и сразу же делаете капельки. То есть зелененькую вот так вот просунули. Можете крючком, можете пальцами, как вам будет удобнее. Вот такие вот капельки формируются. Следующую опять зелененькую я просовываю в голубенькую. Все, вот она капелька. И следующую. Вот таким вот образом. Процесс интересный, забавный, не скучный. Вот по итогу, что у нас получается. Я опять хочу поменять цвет. Вы можете менять цвет, можете продолжать этой же ниточкой, то есть на ваше усмотрение. Итак, я опять возвращаюсь на шаг немножечко назад. То есть у меня остается на крючке 2 петельки от последнего столбика. Вот, и их я буду провязывать новым цветом. Пусть в моем случае это будет белый. В вашем случае может быть совсем любой, какой хотите. Итак, последние 2 петельки я провязываю беленькой ниточкой. Потом кончики все, конечно, вы в процессе спрячете. 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И точно так же, как мы с вами провязывали, мы над веерочком вяжем веерочек. Опять 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Воздушная петелька. И опять сюда же вернулись и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Вот над веерочком веерочек, несложно. И опять делаем нашу вот будущую капельку. Здесь у нас опять будут 12 воздушных петелек.
Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Перепрыгиваем нашу капельку опять к веерочку. И точно так же провязываем над веерочком веерочек. Ну, совсем не сложно, скажите, да? Раз, два, три. Воздушная петелька. И сюда же вернулись и провязываем. 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Поняли? То есть наш узорчик сам по себе это всего лишь только один ряд. Все, веерочки и капельки, веерочки, капельки. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите, вот я провязала свои веерочки, будущие капельки беленькой ниточкой. Как я заканчиваю ряд? Точно так же, как и предыдущий. После веерочка, вот там, где 3 петельки подъема были, в 3-ю петельку провязываю столбик с накидом. И смотрите, какая особенность. Сейчас я оставлю петельку здесь. Какая особенность? У нас, получается, капельки будут смотреть все время в одну сторону. То есть у нас сторона будет лицевая и изнаночная. Так? Получается, вот наши капельки с лицевой стороны. И здесь точно так же мы продолжаем делать дальше наши капельки, то есть беленькую в зелененькую, видите? Ну, вот в моем случае, в вашем случае цвета могут быть разные. Может быть, это один цвет ниточек, может быть, точно так же разноцветные ниточки. Вот такие вот капельки. И все. То есть ничего сложного. Ряд один и тот же, он повторяется. То есть вы можете провязать, сколько вам будет необходимо для вашего образца рядочков. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Но уже понятно, что будет очень даже симпатично. Да? Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу у меня получается. У вас, может быть, даже лучше получается из вашей пряжи. Хочу показать, как закончить непосредственно данные рядочки. Потому что у нас здесь есть веерочки, есть капельки, да? То есть вы обязательно спросите, как закончить. Итак, смотрите. Берем эту же ниточку, например. Вот я провязала последний веерочек, закончила ряд. И здесь делаем, получается, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И над веерочком провязываем точно так же веерочек. То есть здесь получается в арочку 3 столбика с накидом. 3. Воздушная петелька. И опять вернулись сюда же и провязали еще 3 столбика с накидом. Раз, два и 3. И у нас получается опять над веерочком веерочек. Так? Но теперь мы капельку делать не будем. Сделаем просто одну воздушную петельку. И перепрыгнем сразу же к следующему веерочку. И провязываем над веерочком веерочек. То есть здесь у нас капельки не будет. Только одна воздушная петелька. Раз, два, 3. Воздушная петелька. И опять сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. И опять капельку не делаем, просто одну воздушную петельку. И перепрыгиваем к следующему веерочку. Поняли, да? То есть данный ряд у нас будет состоять из одних веерочков. Угу. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда еще раз встретимся. Так, смотрите, вот мы провязали ряд с веерочками. Тут без особенностей, все очень просто. Дальше что мы делаем? 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И здесь делаем 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, два. Итого получается 5 петелек у нас. Теперь смотрите. Вот там, где у нас арочка в веерочке, ныряем в арочку и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Теперь смотрите. Беремся вот за нашу петельку. И петельку, получается, мы берем вместе вот с нашей арочкой из воздушной петельки предыдущего ряда. Смотрите, петелька, арочка, все вместе взялись, провязали столбик без накида. Видите? Соединили нашу капельку. 2 воздушные петельки и опять в арочку из веерочка столбик без накида. 2 воздушные петельки и соединяем, получается, капельку
захватили. Захватили вот арочку предыдущего ряда. И провязали столбик без накида. Все, нашу капельку, получается, зафиксировали. Поняли, да? Все, и вот так до конца ряда. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала до конца ряда. Ряд закончила столбиком с накидом. Видите, краешек у нас стал ровненьким. То есть все, вопросы, получается, отпадают сами собой. Вот по итогу, что у нас, какая красота получается. Из моих ниточек тянется очень даже хорошо. И вот так тянется, ну, не очень хорошо, но тянется, видите? Узорчик у нас получается с вами односторонний. Видите, вот изнаночка, все ровненько, аккуратненько, не стыдно показать. Лицевая сторона, она такая получается у нас объемная, с такими вот косичками. Повторюсь, узорчик может быть одноцветным, может быть разноцветным. Можете хоть 10 цветов брать, 15, 20, остаточки ниточек можете брать. То есть в зависимости от того, что это у вас будет. Кто вязал что-либо данным узорчиком, пишите, что вы вязали. Возможно, это пледы, возможно, это чехлы для подушек, возможно, кофточки, кардиганчики, шапочки, шарфики. Пишите, нам будет интересно. Давайте замерим мою сегодняшнюю красоту. Я набирала 31 воздушную петельку. Ну, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания у всех может быть по-разному. У меня, например, это получается, ну вот, 15 сантиметров. И тут получается... По веерочкам, если считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Самый последний был 12. Ну и первый наборный 13. Итак, у нас это получается 14 сантиметров. Ну, то есть практически квадратик, да, без 1 сантиметра. То есть узорчик несложный. Если будете вязать из разных моточков, да, разные цвета, то не забывайте, что у вас здесь будет очень много хвостиков. Поэтому придется посидеть, так скажем, потрудиться их попрятать, но оно того стоит, согласитесь, да? Вот так вот такой интересный, забавный, веселенький узорчик получается. Конечно, если пряжа будет не цветная, он будет более спокойный, более такой элегантный, да? А из цветных ниточек это будут чаще всего детские вещи. Вот такая красота. Как вам сегодняшнее видео? Надеюсь, понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Сохраняйте себе в плейлисты, делитесь с друзьями, с подружками. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.